Привет, привет! В этот прекрасный весенний день. Ребята, у меня событие. Событие весны этого года. Как-то пару лет назад прекрасная девушка Надежда подарила мне фаленопсис. Надя, если вы смотрите, он зацвел. Вот я показываю кашпо, с которым приехал этот фаленопсис. Горшочек уже я пересадила его. У меня были попытки разных посадок, но сейчас он у меня в полигроне. Так вот, совсем недавно, ну как недавно, может быть пару недель назад, я увидела у него бутон. Его первый в жизни, в его жизни первый бутон. Цветонос появился еще раньше. Что это за орхидея? Ну, понятно, что фаленопсис. Но какой вид, гибрид, я понятия не имею, как и не имела понятия девушка прекрасная, которая мне его подарила. В общем, я последние несколько дней, когда бутон зрел, я прям ходила и в нетерпении ждала, когда он откроется. И вот, ребята, сегодня настал этот день. Я не знаю, что это за королева, что это за красавица, но она прекрасна. И судя по ее поведению, я теперь понимаю, что вот этот долгий процесс появления цветоноса, который где-то год стоял без движения, я теперь понимаю, что это того стоило. Я, конечно, абсолютно... Ой, она восковая, восковая. Аромат сейчас я не слышу, надо добраться поближе. То ли это Людоманиана, то ли это Белина. Девочки, я не знаю, кто это. Я не знаю, кто это. Цветочек пока не раскрылся прям полностью. Но вот такой он симпатичный, лаковый. Он не лаковый, он плотный восковичок. И я уверена, что она должна ароматить. Чуть позже я вам об этом расскажу. И подождем его вот такого полного раскрытия. Но явно видны признаки природных орхидей на этом цветочке. Розеточка небольшая, скромная. Цветение вот такое вот тоже скромное. Скорее всего, что будет револьверный тип цветения. Девочки, я поближе взобралась, пыталась считать, так сказать, аромат. Тут, кстати, еще бутончик будет. Но аромата пока нет, он такой травянистый. Пока травянистый такой запах, травянистый. Видите, она прям прячется вот так вот под листиком. Были у нее была потеря листиков, пару листиков она сбрасывала. Но так в целом растет неплохо. И даже решила наконец-то процвести, так сказать, назваться. Девочки, кто в ней угадал, знает, что это за гибрид или... Ну, я не думаю, что это природный какой-то вариант. Я думаю, это какой-то гибрид. Напишите в комментариях. А я вам позже расскажу про ее аромат. Друзья мои, день второй. Мы в цвету. Наша незнакомка в цвету. Очень плотные лепестки. Яркая, интересная. И появился аромат. Аромат похож на аромат цветущих тетрасписов, специоз. У меня была специоза, у меня есть тетрасписы, и вот здесь я ощущаю те же самые нотки, улавливаю. Интересная красотка. Прячется цветочек под листиком. Вот в таком подвешенном состоянии она
доступна для обозрения, так я вам скажу. У нее, кстати, губка не такая мохнатая, как у специалус и тетрасписов, но похожей формы. В общем, ребята, жду от вас обратной связи. Кто это может быть? Сейчас, конечно, много гибридов. Возможно, это какой-то гибрид. Возможно. Но хотелось бы узнать, кто ты, красотка. Там еще готовится второй бутон. Вот сейчас, девочки. Вот там, видите? Револьверный тип цветения. Это благородная красота. Показывала вам, что растет она у меня в плагроне, на гидропонике. Вот в таком подвешенном состоянии. В метре от окна. В притенении, так бы я сказала. На рассеянном свету. Воды наливаю в уровень постигного блюдца и поливаю по мере просушки. Растет, и, о боги, наконец-то, после того, как цветонос, я вам рассказывала, очень долго стоял без признаков развития, наконец-то цветочек. А у меня здесь перестановка. Уехал на северную лоджию стеллаж. Здесь стало намного просторней. Остались только фаленопсисы в небольшом количестве. Смотрите, как наращивает свои бутончики. Должна быть пилоричная Sweet Shine, да? Как она? Герла. Сейчас я вам покажу, девочки, где ее стикер. Вот. Шуая Sweet Girl. Должна быть пилоричная. Корневой рост. Девочки, я сейчас пока по бутонам сказать ничего не могу. Возможно, будет и обычный фаленопсис, так как мы стояли. Во время формирования бутонов лучше не играться с местоположением. Не менять угол попадания света на бутоны и на растения. Потом, когда уже цветы откроются, можно носить в другие комнаты, любоваться, на столик поставить. Так, это мой метушка. Скорее всего, у меня он пришел как Мету Кинг, по-моему, на бирке. Бирка уже здесь, девчонки, приросла. Ее не достанешь. Хотя нет, достала. Мету Кинг. Но что она не той стороной была там в горшке. Но, девчонки, вы мне писали, что Аня, это похожа красота на Мету Сам. Тоже плотный цветок. Девочки, лаковый, обалденный. Цветоносов у него сейчас раз, два, три, 4. Но не на всех есть цветочки. Ну вот пока вот так. 3. 3, но какие красивые. Хотелось бы, конечно, чтобы была шапка цветов. Но подрастем. Лист, смотрите, какой у него интересный. Круглой формы. Ну, метушки узнаются по вот этим вот интересным формам листьев. Так, отцвел мой красавчик. Видите? Обалденный. Цветун филиппиненсис. Роза продолжает открывать свои бутоны. На солнышке она просто красавица. Девочки вроде как немножко реанимировались в закрытой системе. Кора мох, сверху коковолокно. Не погибли. Растем и цветем. У розочек бывает такое. Каменная роза может
сделать такой финт ушами, ни с того ни с сего сбросить свои корешки и все. Хочу вам показать, как пошли в рост мои дендробиумы. Здесь их два. Бериода. Смотрите, какой красавчик. Вот такой зеленый. Девочки, беспроблемный. Растит новые росты без остановки. И цветет. Но сейчас у него цветение такое не очень пышное. На один цветонос. Какая-то запоздавшая бульба. Ой, чайка залетела к нам во двор. Запоздавшая бульба решила процвести. Растет он у меня в 12 горшке. Сейчас я вам даже вот покажу вот так. Из кашпо достану его прям за бульбу. Он хорошо держится. Сейчас, девочки. Вот, смотрите, сколько корней у него. 12 горшок уже распирает просто от ростов, от корней. Думаю, что еще это лето мы посидим в этом горшочке. А на следующую весну, наверное, 100% буду его разделять на несколько частей. Смотрите, какой красавчик. И в кашпо наливаю воды прям сантиметра вот так вот на 3. Девочки, у нас тревога. И он пьет с удовольствием. Мне кажется, беспроблемнее растения вообще нет. Жарится здесь на южном окне. С удовольствием цветет. У него было много очень цветоносов. По 2, по 3 с каждой бульбы. Ну, вы знаете, даже фаленопсисы вреднее дендробиума бериода. Так, и вот мой хибики. Хибики тоже, девочки, смотрите, новые росты. Он у меня цвел прекрасно. Вот есть одна почка, один бутончик. Тоже будет такое запоздавшее цветение, потому что цветение было среди зимы. Цвел шапкой, и сейчас у него рост идет интенсивный у хибики. Рост новых бульб. Вот такой вот боровичок. Недавно смотрела фотографии и видео хибики. У многих он не вот таким аккуратным кустиком растет. У меня на южной стороне вот такой приземистый кустик, он вширь растет. А у многих он растет ввысь. Бульбы вытянутые, длинные. И их мало в горшке. Я не знаю. Либо это разные хибики, либо это условия так влияют на хибики. Вот новый рост подрастает. А там вот эти прям новенькие, недавно выросшие. Корней полон горшок, и даже вот там в поддончике тоже есть корешки. Посажен смесь коры коко-чипсов. Ну, где-то там есть фрагментально мох, конечно, небольшое количество. И ему очень зашла посадка вот в этом горшочке. Поливаю до уровня воды, вот здесь оставляю водичку в поддончике, потому что если я перелью, вода начнет отсюда выливаться. Поэтому вот такие горшки, я их бусинки называю, они очень удобны в том, что они приземистые, широкие. У них верх шире диаметр, чем низ. То есть растение дышит. Плюс вы не перельете, потому что если вы перельете, вода у вас на подоконник выльется из этого шва. И плюс вы можете промыть от солей в этом горшке. То есть раз там в месяц, в 2 месяца вы отстегнули этот подстегной блюдце это. Убрали, там, кстати, у него уже корни в этом блюдце. Убрали и с помощью душа пролили хорошо. Это такой теплый, даже можно сказать, такой горячеватой водичкой. Вот отмирают у него, он листопадный, бульбы старые, с них падают листики. Вот видите, вот бульбы без листиков. А вот там новый ростик, зелененький, пимпочка.
Так вот, вы проливаете, и прям вода такая коричневая льется с него, потому что, и не только с него, с любого растения, потому что промываются соли, промывается грунт. Вот так вот. И все остатки, короче, там, которые складировались в горшке, они все уходят стоком воды. Так что вот так. И вредители. Часть вредителей, их эти самые продукты жизнедеятельности и часть популяции вредителей, тех же клещей, хорошо смывается хорошо горячим душем. Но рука должна терпеть, не кипяток, иначе сварите растение. В общем, здесь он у меня живет, здравствует на южном окошке. Так, ринхостирис у меня здесь единственный, который остался в таком керамическом. Видите, у него следы клеща, прошлогоднее наше приключение наше прошлогоднее с клещом вот в этой локации. Здесь на солнце хибики. Не, хибики, по-моему, нет. Вот ринхостилис был поражен клещом во время сухого жаркого лета. Ну, обработан, листья вот идут новые. Надо мне его достать, девочки, отсюда и посадить так же, как только в меньший горшочек, как вот я все ринхи пересадила в горшочки с корой побольше. Вот этот уже у меня товарищ подрос. Этот ринх у меня стоит тут на солнышке, а тот немножко получает меньшее освещение, но растет неплохо на расстоянии от окна. Корней здесь немного, надо будет аккуратненько его отсюда достать из глины, он прирастает, и пересадить. У меня здесь новый жилец на этой стоечке вместе с хоечками. Девочки, это ансидумная группа. Людмила мне дарила, и я вот каждый раз думаю, вот Люда пишет, я запишу, Люда, если вы сейчас на канале вдруг окажетесь и увидите это видео, напишите мне, пожалуйста, еще раз, как он называется. Он у меня еще ни разу не цвел, растит бульбы, и вот как-то не цветет. Оставляем ему водичку, у него там, конечно, развитая хорошо корневая, и корнями пьет. Но решила принести сюда, на южную сторону. А вдруг зацветет в этом сезоне. Бульбы уже понарастали. Такая классная деленка. Но ни разу не цвела у меня. У Людмилы цвела, у меня не хочет. Может, ему мало света. Я решила исправиться. И вот здесь вот ему попадает свет. А здесь раньше стоял огромный куст хои. Хоя уехала к новой хозяйке, взрослая хоя. Она прям загораживала здесь, вот она до верха здесь росла, огромная хоя. Но есть, слава богу, любители крупногабаритов. И вот с удовольствием я передала эту огромную хою в надежные руки. Ее место занял теперь этот красавчик. Вот, смотрите, сколько бульб, но цветоносов я не вижу. Вот тут новая бульба растет. Надо все-таки узнать название еще раз у Людмилы. И, ну, принцип-то, в принципе, зацветания схожий. У меня вот монарх джунглей, он цветет без всяких танцев с бубнами. Даже на северной стороне с минимальным попаданием на него солнечных лучей после 3 часов дня. Но этот как-то не хочет. Ну, посмотрим, как он еще здесь порастет и что он здесь выдаст. Вот я смотрю, нету у него нигде даже старых цветоносов. Видимо, такой капризный. Растит бульбы, да и все. Может, ему нужна холодная зимовка, но он у меня допоздна, до поздней осени был в
прохладном помещении. Думала, это будет толчком для его зацветания. Нет. Куртина растет, бульбы растит, а цвести не желает. Ну, надеюсь, он исправится. В каждом видео рассказываю вам, как мне тут ароматит Sunset Love. Ой, ну больше ароматит вот эти вот, в большей степени, вот эти 3 маленьких цветочка красавца желтого шоколада. Вот здесь цветонос уже надо мне, наверное, срезать. Хотя я смотрю, тут вот есть почечки живые. Так долго он у меня адаптировался, но наконец-то этот фаленопсис прошел все, так сказать, невзгоды вместе со мной. Вот, ела в шоколад. И начал. Вот он цвел, но плохо рос. Корни сбрасывал. Как-то вот ему не подходили мои условия. Но деваться некуда. Так, ринг. Немножко потолкаемся. Деваться некуда. И он сдался. И начал наращивать массу. Кустик стал большой. С размера 1,7 он уже подрос за несколько лет. Ну, года за 3-4, наверное. Хорошо. И дает такие ароматные цветочки. Бывало и побольше. В этом году он как-то поскромнее цветет. В прошлом году вон там 2 цветоноса, видите, пенечки. Они были вообще такие ароматные, многоцветковые. Цветочек маленький, как вы можете видеть. Но он очень интересный, симпатичный. Смотрите, какая прелесть. Наполняет всю комнату таким приятным ароматом цитрусовых и специй. Очень мне нравится, когда цветет желтый шоколад. Все, друзья мои. А Sunset Love на подтанцовке. У него аромат не ярко выраженный, но присутствует на солнышке. И они вот тут, такой дуэт у них, понимаете? Дуэт. Да, не ярко выраженный. Больше вот, конечно, отсюда идет. О, девочки. Ну вот парфюмерные фабрики, вот это вот Yellow шоколад. Класс, класс. Так что здесь у меня теперь стало попросторнее. Сейчас буду затенять, притенять, опускать жалюзи, потому что уже солнышко печет. Всех обнимаю, всем мирного неба, всем всего самого-самого наилучшего. Вот думаю, с этим красавцем надо что-то решать, потому что у него корневой рост вовсю, и от шеи надо его пересаживать.